Дорогие друзья, всем доброго утра. Для начала, прежде чем приступить к ритуалу, я хочу показать вам всю прелесть этого ритуала. Давайте пока уменьшу вот таким образом. И покажу вам. Может быть, и смогу, держа в руках, снимать. Включила свет для того, чтобы вы яснее и четче видели этот ритуал. Итак, африканский ритуал на богатую жизнь. Это мой авторский ритуал, но он основан на определенные легенды, на определенные мифы, связанные с Африкой. Итак, поскольку рабовладельческий строй принес, кроме дешевой рабочей силы, еще и культуру Африки и разнообразил европейскую культуру, в частности, в начале американскую культуру. Но, как бы там ни было, однако африканская магия считается одним из древних. На самом деле вуду, я уже говорила, еще раз скажу, разделяется на две части. Воудоу, правильное название. Черное и белое. Черная и белая энергия Земли. Зловещим сделали из вуду голливудские режиссеры, сняв определенные страшные фильмы про культы вуду, показав там восставших мертвецов и прочее, прочее. На самом деле вуду – это религия, поклонение духам, духам природы, силам стихии, богам, которых в религии вуду называют лоа, духи, силы. Я хочу вам сказать, что африканцев спасла их религия, их бесконечная вера в религию свою. И христианство в Африке, и христианство в Гаити, она своеобразна. Это смешение культур, вуду и католичество. Для того, чтобы маскировать своих духов, своих богов, они давали им христианские названия. Это называется христианская магия, христианская маска определенного божества. То есть они надевали маску. Призывая Деву Марию, в душе они называли богиню Ошу. Это было сделано потому, что под страхом смерти было запрещено поклоняться, запрещено верить своим богам. Говорят, что время от времени они тайком отпускали венки по реке и говорили, что отправляют свою тоску матери Африки. И вот, основываясь на культуре черной расы, есть много созданных разных ритуалов, авторских ритуалов. В этом ритуале я буду использовать некоторые креольские заклинания, но и свои авторские работы. То есть это вперемешку создает очень сильный ритуал. Перед вами старинные, скажем, изваяния духов, сил. Это из племени Масая, 1800, не помню какой год, точно не помню. То есть 2 века назад, наверное, где-то так. Это отец-покровитель рода, это бушмены. Вам нужна будет фигура человека, то есть лепить фигуру из воска. Сейчас продаются мужские и женские фигуры из черного воска. Лепить. Назвать именем этого человека. Инициализацию вы должны знать, практики знают. Вы можете это сделать для себя, вы можете этот ритуал совершить для человека, который к вам обратился, да, для вашего пациента, скажем так. Вам нужны будут сладости, фисташки, орехи, сушеные фрукты на ваше усмотрение. Здесь желе, видите, вот мед, кокос, благовония, кофе
в одной емкости кофе, в другой емкости сахар. Вы должны заварить кофе, поставить водку. Не обязательно, чтобы у вас были статуи божеств, но вот все, что я перечислила, у вас должно быть. Кроме всего, еще и доллары. Мелкие доллары, разменяйте мелкие доллары и используйте в ритуале. Красная свеча, зеленая свеча, посередине черная свеча. Вот примерно так должен быть оформлен алтарь. Если вы хотите получить от духов благословение и помощи, вы должны чем-то жертвовать. После проведения ритуала, я вам покажу, как все это делается. После проведения ритуала это все оставляете на столе до утра. Утром можете выкинуть, потому что духи питаются запахом пищи, то есть молекулами пищи, в отличие от человека. Поэтому утром это все уже обесточено, это съедено. Уже можете смело выкидывать, собственно говоря. Итак, золотая вещь, доллары, фигура человека, названная его именем. Нацарапайте на фигуре человека имя этого человека. Сахар, кофе, водка, заварить кофе, свечи 3 цветов: черная свеча, зеленая, красная, благовоние. Если есть фигура африканского божества, это все усилит работу. Кстати, прекрасно вот так вот держать и снимать. Что ж я раньше не додумалась и все время мучилась. Ну, все приходит со временем, да? Это тоже определенная жертва. Через некоторое время уже тебе дают более такие возможности. Для начала испытывай твое терпение. Насколько ты предана этим силам, что можешь перетерпеть трудности, скажем так. Итак, давайте-ка я вот так вот сделаю, потому что мне так удобнее будет вам показывать весь ритуал и всю работу. Я надеюсь, что так лучше, да? Угу. Итак, начнем. Для начала зажигаем благовоние. Лучше конусообразно, но если нет, то можете использовать подставку для благовоний. Так будет удобнее. Так, извиняюсь, я забыла взять эту подставку. Итак, окуриваем помещение. Вы должны к этому относиться очень ответственно, потому что вы обращаетесь к древним духам, и они и мстительны в том числе, и сильны, понимаете? И поэтому к этому относитесь серьезно. К духам Вуду вообще с ними шутить нельзя. И самое интересное, что этот ритуал, он очень эффективный. Вообще Вуду это сильная магия. И поэтому, если вы все правильно сделаете, через некоторое время результат не заставит вас ждать. И весь год у этой семьи или у этого человека будут средства для жизни и прочее, прочее. Итак, еще раз покажу, как это все происходит. Так. Ставим. Можно расслабляющую мелодию, но я сейчас включать не смогу, поскольку потом забанят, потому что мелодии не пускают, к сожалению, поскольку авторское право нарушается и прочее, прочее. Но сюда очень подойдет энигма. И я даже знаю, что вы догадались, какую мелодию энигмы можно здесь использовать. Есть одна мелодия с саксофоном. Это усиливает, потому что, понимаете, африканское колдовство, оно немножко необычное. Если вы помните, сопровождается песнопениями, криками, ором, там, танцами, какими-то одержимым таким состоянием и прочее, прочее. Поэтому африканские духи вполне привыкли к этому шуму, гамму и вот такому виду поклонения.
Для начала обращаемся к Легба, потому что Лоа Легба, он тот самый хранитель перекрестков. Только через него и благодаря ему и через эту силу можно обратиться к силам, к богам, то есть попросить его открыть перекрестки для того, чтобы пустить духов к нам, и они услышали и помогли. Начинаем. О Легба, мое почтение и обращение к тебе. Прошу, открой перекрестки и позволь обратиться к древним Лоа и к духам Вуду. Откройтесь перекрестки, услышьте меня, о духи, и помогите. Я обращаюсь к силе Матери Африки. Я обращаюсь к великим Лоа. Я обращаюсь к духам Вуду. Я прошу у них богатую жизнь. Начинаем окуривать. О духи Лоа. О духи Лоа, рожденные в недрах Африки. Слетайте сюда, услышьте меня и помогите. И да будет услышана моя молитва, обращенная к вам. Берите сахар. Да будет принята жертва. Берите кофе. Да, магия требует вот таких затрат, дорогие друзья. А как вы хотели? Просто так, чтобы что-нибудь вам дали, особенно духи Африки. Такого не бывает. Сверху льете спиртное. Вот они так любят, вперемешку все это. Я почему так говорю и показываю, и делаю? Потому что это проверенный метод годами. И мои старые зрители, еще с тех времен, с тех каналов, прекрасно помнят, какие подношения приносились духам Вуду. Каждое направление магии имеет свою особенность. Духи Вуду любят вот такого типа угощений вперемешку. Еще они любят кукурузные хлопья, любят мед с хлопьями, любят овсяную кашу с перцем и прочее. И вот это все мы знаем. В Вуду есть много ступеней. Вообще по разным версиям, но самая официальная версия 13 степеней в магии Вуду. И до 13 степени еще никто не поднялся. Это надо просто все забросить и жить в Африке, сутками колдовать и прочее. Но достаточно подняться и до 6 степени, и ты уже знаток Вуду. Причем очень даже неплохой. Какая степень у меня, догадайтесь сами. Нет, не 13-я. О Лоа, великие древние Лоа, подарите мне богатую жизнь. Богата мать Африка реками, зверями, как полны саванных хищников. Нил полон крокодилов, озера полны рыб, недра полны алмазов, шахты полны золота. О мать Африка, посчитай все, что я перечислила, преврати их в деньги и пришли их мне. Миль аскураменте оджо, фуэрза секура, до дос ай, зомбирей эшудас аше. Мне иногда кажется, что я этот язык знаю. Непонятно откуда, не знаю почему. Я очень легко усваиваю именно язык Вуду. Креольский язык есть, язык бушменов, майя и прочее. Я показываю ритуал заодно и объясняю вам. Но даже при том, что я просто вам показываю, оно получится и очень сильно получится. Кто сталкивался с магией Вуду, те знают, что это такое. Без сомнений, ни тени сомнений даже не допускайте. Если вы хоть малейшее сомнение допустите, они вас накажут. О, примите жертву и поклонение, уважение, древние Лоя, вы, рожденные из недра, из лона матери Африки. Миль акураменте оджо, фуэрза секури додос ай зомбирей эшудас аше. Откроется дорога изобилия. О, направься ко мне, река изобилия. Сливайся, богатство воедино. Духи Вуду мне дарят богатство. Лоа венчает меня на царство.
откроются дороги изобилия. О, направься ко мне, река изобилия, сливайся, богатство воедино. Духи Вуду мне дарят богатство, Лоа венчают меня на царство. О, откройся, дорога изобилия, направься ко мне, река изобилия, сливайся, богатство воедино. Духи Вуду мне дарят богатство, Лоа венчает меня на царство. Миль, акурамеджи, оджо, фуэрза, секури, додо, сай, зомби, рей, эшудас, аше. О, Лоа, великий древний Лоа, подарите мне богатую жизнь, богата мать Африка реками, зверями, как полны саванны хищников, Нил полон крокодилов, озера полны рыб, недра полны алмазов, шахты полны золота. О, мать Африка, пересчитай все, что я перечислила, преврати их в деньги и пришли их мне. О, Лоа, великий древний Лоа, подарите мне богатую жизнь, богата мать Африка реками, зверями, как полны саванны хищников, Нил полон крокодилов, озера полны рыб, недра полны алмазов, шахты полны золота. О, мать Африка, пересчитай все, что я перечислила, преврати их в деньги и пришли их мне. О, Лоа, великий древний Лоа, подарите мне богатую жизнь, богата мать Африка реками, зверями, как полны саванны хищников, Нил полон крокодилов, озера полны рыб, недра полны алмазов, шахты полны золота. О, мать Африка, посчитай все, что я перечислила, преврати их в деньги и пришли их мне. Миль, окуромедже, оджо, фуэрза, секуро, додос, ай, зомби, рей, эшудас, аше. О, откройся, дорога изобилия, и направься ко мне, река изобилия, сливайся, богатство воедино, духи Вуду мне дарят богатство, Лоа венчают меня на царство. О, откройся, дорога изобилия, о, направься ко мне, река изобилия, сливайся, богатство воедино, духи Вуду мне дарят богатство, Лоа венчают меня на царство. О, откройся, дорога изобилия, направься ко мне, река изобилия, сливайся, богатство воедино, духи Вуду мне дарят богатство, Лоа венчает меня на царство. Да будет принята молитва. Аше, аше, аше. Далее сыпем сюда сахар. Я попросила, Лоа, меня услышали, древние Лоа, милосердные Лоа, услышали, исполнили. Да будет услышана моя мольба к великим духам, к древним духам. Как я сказала, так и сбудется. Меня услышат и помогут, и будет у меня богатая жизнь. Как я сказала, так и будет. Лоа, услышали меня, древние Лоа, великие Лоа, всемогущие силы и духи, услышали, исполнили, поспешили на помощь. О, направься ко мне, река изобилия. О, направься ко мне, река изобилия. Получу я богатую жизнь. Да венчает меня Лоа на царство. Итак, далее. Я надеюсь, все видят. Поскольку это фигура человека, поскольку запланирована на этого человека богатая жизнь, и вы для него проводите или для себя, должны сделать следующее. Берете шкатулку. Здесь защита на замок. Но я его положу в другое место. Берете эту фигуру. Не рассчитала. Одним словом, вы сделаете как положено. Нужно положить фигуру сюда, в шкатулку, деньги и золото в том числе, и время от времени просто ставить фигуру, ставить на алтарь то же самое, если вы для себя делаете, и повторять. Если вы делаете по заказу человека, то повторять уже не нужно, потому что после этого его дела и в бизнесе, и во всем пойдут в гору.
Это один из самых сильных ритуалов вуду, именно авторских, которые я выкладываю и показываю. Конечно, немножко с опаской, потому что устала потом ходить и говорить, и, знаете, надоедать, но с другой стороны, лучше один раз скажу, зато потом везде будет видно, чьи это работы, чем буду молчать, пока вот так вот не будут растаскивать все мое добро туда-сюда. Согласны? Итак, всем удачи, практикам в том числе. Можете пользоваться этим ритуалом. Он очень сильный, действенный. Вообще вуду очень сильный, действенный. И отличается простотой, но в то же самое время духи вуду любят, когда им много чего жертвуют, когда им открывают красивые алтари. Это тоже учтите. Зато вы делаете один раз и наверняка, и надолго. Всем удачи и всех благ.